Здравствуйте, любимые мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я сделаю расклад, тему которого предложила одна из моих подписчиц, да, и я решила, почему бы и нет, почему бы не сделать на такую тему, почему он не поздравил вас с 8 марта. И будет два расклада на Ленорман и на Кипр. Можете смотреть два, можете смотреть один, как вам будет угодно. Итак, давайте спросим у карт, что они нам расскажут, почему он не поздравил с 8 марта. Там она еще задавала вопросы, забыл он или что. Ну, давайте посмотрим, почему. Ну что ж, здесь карты говорят о том, что в обществе у него есть, скорее всего, близкий человек. Здесь карты мне так рассказывают о том, что у него есть любовь к матери, к родственникам. То, что он полностью, видимо, посвятил себя именно этим людям в тот день, да. Здесь разговоры с близкими людьми у него проходят. Здесь как бы сердце свое он именно отдает в общество матери или в общество родственников каких-то. Давайте посмотрим ваши отношения, да? Ваши отношения, что тут у нас? Но здесь тоже есть любовь, да, здесь есть любовь. Здесь, но есть сомнения, настоящая ли это любовь или нет. То есть человек думает, или вы, может быть, думаете о том, что не преувеличиваете ли вы это состояние любви. Но я вам скажу так, что карты любви здесь выходят в этой позиции. Это говорит однозначно о том, что любовь вашей паре есть, несмотря на то, что есть и сомнения, подозрения, может быть, неуверенность какая-то, но любовь, красота в ваших отношениях есть, да, вот. Пара достаточно может быть красивая, и даже может мужчина обеспеченный быть. Давайте посмотрим сейчас что у ваших. А здесь есть запутанные ситуации. Здесь в вашем обществе, не зря карта общества в середине расклада вышла, да, и общество влияет на ваши взаимоотношения. То есть на ваши отношения не двух равноправных людей, а у кого-то из вас есть зависимости от общества других людей, от обстоятельств определенных. И поэтому это влияет на вас и на ваши отношения. Здесь запутанная ситуация может быть много общения ненужного в ваших отношениях. Или вы с кем-то еще общаетесь, или он с кем-то еще общается. И карты говорят о том, что перемены идут в вашу жизнь. У вас может быть встреча на самом деле. Может быть, здесь просто речь идет о том, что у вас не один партнер, или у вашего партнера еще кто-то есть. У каждого по-своему проиграется. И встречаются с разными людьми. И с одним, и с другим вот такой момент может быть. Я хочу посмотреть, есть определенные вот такие моменты. Явно пока не вижу каких-то змей, там это пока не вижу, но вот поверхностность где-то в отношениях вижу. Так, давайте посмотрим дальше. Смотрите, как здесь карты намекают на то, что что-то закроется в ваших отношениях. Может быть молчание, может быть мужчина закроется, просто закроется, да?
поплывет к новым переменам, к новым берегам. Возможно, мужчина сам по себе такой легкомысленный. А что в итоге будет? Так, я пока сюда положу. Ну, здесь переживания могут быть, здесь могут быть какие-то иллюзии, касающиеся отношений. Здесь больше идет несерьезные встречи, понимаете? Вот какие-то такие легкие. Не хватает серьезности в отношениях. Есть иллюзии. Может быть, кто-то напускает туману в ваши отношения. Вот такой вот момент. Я хочу посмотреть вас, что вы вообще к этому человеку. Да, вы его, скорее всего, любите, потому что думаете о нем. Но у вас карта косы, он причинил вам где-то боль, вы, может быть, думаете, что он оборвал ваши отношения, да? А он, посмотрим, да, что он. Ну, он питает к вам страсть. Страсть он к вам питает. Он считает вас красивой женщиной, да. Но есть, как говорила, есть сомнения у него. Здесь пока именно на таком уровне есть, на страстном. Страсть есть у него к вам. Я бы, может быть, и длительная страсть где-то, да, тут так вот. Но это исключительно на уровне пока страсти. Он к вам очень хорошо относится на самом деле. Но сам, видимо, по себе он человек поверхностный. И красив может быть, и финансы могут быть, но в то же время где-то придирчивый, где-то какой-то вот не доверяет, может быть, женщинам. Какие препятствия есть в ваших отношениях? Ух ты, кольцо здесь. Препятствия есть на ночном уровне ваших отношений, да? Именно ночные отношения являются препятствиями. То есть могут быть у него еще отношения с кем-то на ночном уровне, а может быть просто есть препятствия для ваших отношений на вот этом уровне, поэтому и так вот несерьезно где-то у вас еще. У вас, скорее всего, может быть, у некоторых вообще не быть ночных отношений. Это если у всех же по-разному. Здесь вот что-то такое легкое идет, наивное пока еще, не, ну как бы такое отношение на начальном уровне вот у некоторых, да, может проиграться. И что в итоге? Давайте я посмотрю, что в итоге. Ну, в итоге, конечно, скорее всего, не будет с этим человеком общего дома. Будут какие-то потери, да, будут какие-то потери или нервные состояния, связанные с любимым человеком, с домом, да, с недвижимостью какой-то. Перемены здесь идут. Здесь я не вижу вот яркого того, что человек имеет там каких-то других лиц, которые вам препятствуют. Тут ни змея не вышло, ни лис не вышло. Но сама энергетика такой поверхностности идет, да. Хотя вот даже в этом присутствует, конечно, любовь. То есть вас можно любить, его можно полюбить, но что-то в ваших отношениях, ну, не так. Что-то не так. Конечно, это общий расклад, и здесь нужно разбирать, ну, каждое отношение по-своему. Но вот такой расклад нам показали на вопрос, который мы задали. Давайте еще посмотрим другой расклад, что нам покажет. Итак, почему он не поздравил вас с 8 марта? Что нам колода Киперс расскажет?
А, Ну, если он такой уже взрослый, то у него есть какие-то отношения где-то в дальних горизонтах. Или здесь может также у некоторых проиграться, что человек отдалился от вашей любви. Между вами отдаление уже до этого произошло. Возможно, из-за этого тоже. Но у каждого свое, да, меня смотрят многие люди, поэтому, как говорится, у каждого свое срезонирует. Давайте дальше. Потери были в ваших отношениях, были потери, расставания, да, здесь разрыв отношений был между вами. Либо вы себя чувствуете достаточно одиноко, и, может быть, даже это длительное время уже, да, поэтому здесь вас карты видят его хорошим человеком, а вас хорошей женщиной. Но что-то у вас пошло в отношениях не так, не заладилось. Давайте посмотрим сейчас, что. Так, вот он. У него есть ограничения. У него есть определенные ограничения в его доме. Кто-то ограничивает. Может, этот человек имеет еще какие-то отношения, да? Но у него есть ограничения. Возможно, поэтому он не написал вам, не поздравил. В своем доме, возможно, кто-то ограничивает его свободу. Но здесь больше мужчина, конечно, нежели женщина. Но давайте дальше посмотрим. Смотрите, длительное время в ваших отношениях были проблемы. И, может быть, длительное время вы уже с ним не общаетесь, или где-то здесь разрыв был. Но перемены идут к лучшему в вашу жизнь. Они буквально стремятся в вашу жизнь. Этот человек, возможно, приедет, появится, напишет. А вас ждет какая-то достойная награда. Но, может, это, конечно, будут и другие перемены в вашей жизни в лучшую сторону. Давайте будущее посмотрим. Да, здесь приходит замечательное общество. Может быть, новое общество войдет в вашу жизнь, в ваш дом, в вашу семью. У вас будет какой-то праздник. А вот это отдаление, оно закончится. Возможно, ваш мужчина и появится, приедет, напишет в будущем. Просто не сейчас. А вы ждете, может быть, кто-то ждет чего-то нового, может быть, вы ждете обновления отношений с вашим мужчиной, а он, в его позиции вы выходите, он хочет быть с вами, он хочет достигнуть каких-то, может быть, высот для того, чтобы быть с вами. А может, он думает о том, что вам нужен богатый мужчина, а он не такой. Но в любом случае он о вас думает. Он о вас думает, но то, что между вами произошло, повлияло на ваши отношения. Препятствия у вас есть для встреч, для перемен в вашей паре, потому что какое-то охлаждение уже было достаточно длительное время. Но в итоге все мысли идут о деньгах, о том, что нужно вначале, видимо, где-то стать на ноги, вначале заработать денег, да. В любом случае в будущем вас ожидает какая-то радость, какое-то празднество, счастье, имейте в виду. Что-то хорошее войдет в вашу жизнь, обратите на это внимание. И, возможно, это будет связано с вашим мужчиной. Вот, потому что, может быть, даже новый появится, но здесь, видите, в позиции мужчины выходит, может быть, даже какой-то новый у некоторых, если у вас никого нет, да, ну, или все закончено с этим человеком. И вот такой вот момент, что у вас появится новый мужчина в его позиции будущего мужчины. Так что смотрите сами, решайте сами. Принимать эти расклады, не принимать. Ну, я думаю, что в любом случае вам
что-то мои карты сообщили на тот вопрос, который вы хотели получить ответ. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии и всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.